Господа, как вы знаете, этот канал — это место, где строится различная дикая техника. И что если взять, допустим, самосвал и оборудовать его бензопилами и лазерами, и разнести вообще всех вокруг? И все это можно сделать в Crossout. Это онлайн-экшен, в котором вы можете создать абсолютно любую боевую технику, собранную из тысяч разных деталей. Так вот, совсем недавно в игру добавили новую фракцию строителей-инженеров с экскаваторами и бульдозерами, так что теперь вы точно сможете закопать своих врагов. Придумывайте или берите чертежи с выставки, ведь в Crossout вы сможете собирать любые бронемобили сами или брать чужие, прокачивать или получать новые детали за победу над врагами, зарабатывать респект разных фракций, чтобы они открывали вам доступ к топовым технологиям. Разорвите в клочья противника взрывными копьями или смешно подвесьте их на лебедке. Покажите пустошам, кто здесь самый крутой райдер. Выполняйте миссии, сражайтесь в клановых зарубах и мочите огромных боссов. Все, что вы найдете, можно использовать для улучшения машин или создания новых. Ну и само собой, если вы скачаете Crossout именно по моим ссылочкам в описании, то вдобавок вы еще и получите крутые бонусы. Дерзайте! Господа, здравствуйте! Отличная погода, не так ли? Комфортный +3 шторм, дождь. Надо поснимать автомобиль. И в этот раз мы традиционно выполняем наши предновогодние обещания по краш-тесту со столбами. Сегодня в программе то, с чего мы начинали, и то, чего нельзя было обойти, потому что как-то, когда еще я был не скатившийся, не зажавшийся, мы начинали с обзоров китайских автомобилей. Одним из них был Geely Grand EC7, который тогда мне очень понравился. Я его практически распиарил, я его сравнивал с BMW, и, естественно, он выиграл, потому что BMW, ну, сами понимаете, это BMW. BMW это да, капот открыт уже услужливо, прекрасно. Соответственно, сегодня мы наблюдаем машину 2013 года, по низу рынка. Дешевле, если можно и найти, то 40 на самом деле. То есть мы, по идее, должны сейчас наблюдать один из самых таких поездивших автомобилей. Да. Он заводится, ездит, с ним вроде как по внешнему виду даже все в порядке, юридических ограничений нет. 1.8. Немножечко подсекает, но в целом это даже жирная комплектация, насколько я понимаю. 210 тысяч рублей всего лишь. И цель этого видео, конечно, в конце показать, насколько он хорошо себя покажет в плане безопасности при боковом столкновении со столбом, но в том числе еще и рассказать, а прав ли я был. Потому что в 2014 или в 2013 году я делал это обзор машины, когда она только-только появилась в России, новую. Я сказал, что она классная. Прошло 6 лет, и это не с рынка. Сегодня мы узнаем всю правду о 6-летнем китайце. Что ж, вот, собственно, машина и наша. Осталось только понять, что мы купили. Что нас, во-первых, чего этого интересует. Поскольку она берется под краш-тест, понятно, что нам относительно фиолетово, что там будет с двигателем, коробкой и подвеской. Нам главное, чтобы был живой кузов. Поэтому, господа, ну прошло 23 февраля, да, толщиномер. Что подарить мужику? Красное это Владислава, и не я ему дарил. Итак, капот 165. 205 на клюве, на пыл, 175, крыло, 92, 99, 170, короче, она в круг, готова, 170, 170, да, ее просто обливали, 210, арки, 200, 275 заднее крыло, шикарно. 160 багажник. Вот здесь тоже будет сейчас жестко. 145. 175. Музло играет. 170. 160. Другой край 205. Короче, она в круг чуть-чуть облита. Но вроде и все, шпакли даже нет, слушай. Ты прикинь? То есть бита не сильно, красили просто, скорее всего, потому что краска, что-то с ней случилось. 170, ровный слой-то. Она вся 170, крыша. Капс, да тебе. 68 и 70, вот завод, слой.
Пороги? Тихо. Металла нет. А, потому что это накладка, потому что я ебу. Не простреливается пластиковая накладка на пороге. Я не знал, пацаны, ну сорян. Так, ну давай вот так, здесь. Внутри крашено, нет? 41, заводские. Все, огонь, стойки все родные. Давай здесь. Битая, не битая, просто понять. 36, 50. Все родное, пацаны. Не битая она. Слушай, походу мы нормальную тачку взяли, да? Давай по правой стороне. Хотя та сторона не битая, уже то и можно, соответственно, тестить. Ну-ка. 43. 48, все, завод. Тачка космос просто. 48. Да это все, я вижу, что уже 60, все нормально. Ну и вот здесь на плюс сейчас пойдет, да? 90, да. Короче, нормально, пороги родные. Ну все, огонь, значит, пока что под наши цели подходит. Давайте теперь проверим. Я же рассказывал, что это супер космическая тачка, которая, в принципе, будет не хуже отечественного автопрома. Стоила она новая, по-моему, чуть подороже Гранты, если не ошибаюсь, в 2013 году. Сегодня они стоят одинаково. Мы с вами до этого Гранту, которая серебристая, взяли за, по-моему, 190 тысяч. Она была также 2013 года. Это стоит 210, чуть подороже. Она также 2013 года, но это и больше. Это все-таки не Гранта. Надо понять, ну, понятно, что по внешнему виду здесь косяки. У Гранта они такие же были абсолютно косяки. Та тоже была такая, где-то там, чего-то там. Что на ходу-то осталось, что живое от тачки или нет, а? Погнали. Так, давай начнем с простого, Никита. Теперь нужна I need your assistance. А вперед-назад? Ну, как сможешь. Давай. 10 часов, давай, нам нужна версия длинная. Давай. Я понял, что это был затрат. Давай, долби меня, давай. Это был... Еще чуть-чуть, я уже чувствую, началось, давай. Это был трос регулировки, походу. Ну, сиденье, тросик. Не-не, по-моему, все наглухо. Ну окей. Что ж, настроились под себя, как говорится, можно и ехать дальше. Так, руль. Смотри, за те же деньги, что в Гранте, у нас есть гораздо больше плюшек. Нет, руль только вверх-вниз, но хотя бы вверх-вниз. Хорошо. У нас есть кондиционер, у нас есть все электрические стеклоподъемники, все 4 стекла автоматические. У нас есть обогрев заднего стекла. У нас есть маффин с AUX и USB, играет просто жестко. Сейчас я вам покажу. О. Когда финализируется дата, мы понимаем, какая дата, вот понимаем... Рифма. Это не какой-то R&B было. Ручник. А ручник работает? Задняя. Так. Нет? Вот так, задняя. Окей. Ну-ка. О, какой он. Нормально, ручник есть. Какой-то пар из трубы идет. Брендец. Гидрач. Гидрач. Блин, она большая. Просто невероятно большая тачка. 126 сил, 1.8 мотор. В отличие от шишнаря. Отсутствие бензина. Автоматический свет. Она сама включит фары, если сильно повезет. Че у нас? Наверное, на этом у нас практически все заканчивается. Но она просто большая. Ой, тормоза. Они есть такие резкие. Блин, я вообще так нажимаю все это мизинчиком ноги. Выхлоп. Тормоза прям, слушай. В первом приближении, когда вот так садишься, скажи, прям реально комфортнее, чем в Гранте. А? Ну прям вот ты сзади сидишь вообще как человек. Владян спереди сидит, ноги высунул практически через полы на улицу. Сидит и не жужжит, как говорится. Печка работает. Да. Заклинило управление печки. Печка греет только в рот и в ноги, при этом вообще непонятно, греет ли она туда фактически. Но вроде как в салоне тепло, стекла не потеют, это самое главное. Давай кондей врубим на всякий случай. Ну вот так сходу, если сесть в нее и в Гранту за одни и те же бабки. Ты чувствуешь? Ларгус, сейчас по трусам будем бить ему. Нифига, она вообще, слушай, шпилит. Ощущение, блин, мы как будто едем 300. Нет такого у тебя ощущения, когда скорость нереально ощущается вообще. Боги. Вот эта тачка.
Очень тяговитый мотор, сразу же чувствуется. То есть прям мощность есть. 126 сил на тонну 300. Типа уровень приоры, но мотор такой прям как низовой. Слушай, ничего так. Что ты там хихикаешь? А? Мотор как будто низовой, я смотрю, у тебя в 6 тысяч там поставил. Так это для меня низы. 6000. Холостые, можно сказать. Пробки стоишь, пердишь. Слушай, машина очень быстро как-то закончилась в плане описания. Есть два прикуривателя. Подогрев сидений передних обоих работает. Есть ручка двери. Моя передняя левая. Не могу представить, что с ней сделать. Есть также от этой ручки трос. Он конструктивно располагается вот там под торпедой, и мне его сейчас не достать. Ну-ка. Есть. Да, а вот и трос от двери, который должен открывать эту дверь. Ну, как вы видите, все логично. Какой он свирепый, слушай, вот это прямо мой характер. Стоишь на ровном месте, газуешь, ничего не происходит, весело. Да, это про меня. Какая зверюга, слушай. Она едет, причем едет ровная полка, какая момента, ей не надо раздуваться, там что-то раскручиваться. Тяга уверенная, понимаешь, снизу, как AMG. Все понятно. Поэтому непосредственно до нас ей владел хозяин гелика бывший. Вы спросите, как я это определил? А очень легко. Смотрите. Смотри, уверенный старт. Очень жестко. Тихо. Здесь документы. Так вот, Гафоров Михрон Гафурович явно после гелика брал эту тачку. Я что, не видел, кто на них в Москве ездит? Очечница. В комплекте еще есть иголка. Возможно, сторонники плохих или хороших примет расскажут, что это значит. Я не в курсе, что там тачка уехала. Нет, такой едешь. Хорошо, что-то подвесон наружу просится явно. Какое желе. Слушай, ну мы покупаем машину. Вот если сравнивать с Грантой, на ходу гораздо круче. Прям вот я еду спокойно, у меня никаких вопросов не возникает. И почему так рулит? Она относительно не проваливается в маятник, у нее лучше мотор. Прямо на словах вроде как все нарядно. Но если мы на этой тачке окажемся сейчас не в Петербурге и не в Москве, где брать детали? От чего их сюда присирать? С Грантой таких вопросов нет никогда и ни при каком условии. Более того, если ты в каком-либо городе России вообще захочешь продать Гранту, ее нет. Все. Ее сразу же забрали. Да, их много, там их в городе, по-моему, сейчас у нас 70 продается. Так и этих машин тоже в продаже 26. Только кто ищет Гранту? Гранту ищут все. Каждому человеку в этом мире нужна Гранта. Если у вас нет Гранты, вы неполноценный. М-Грант не нужен никому. Ну-ка, исполнение. Лево-право в потоке дал, правильно. Даже пазик свалил от нас. А? Вообще тачан, слушай, просто тачан, она мне нравится. Свет. Я вот тогда не зря в 13-м году или в 14-м сказал, что М-Грант топ. Во-первых, он 6 лет эти выжил. А сколько? Сейчас надо вот под тем видосом... Ой, маслом запахло, да? Хорошо как. Так надо будет это вырезать срочно. Значит, вот под тем видосом много комментариев, типа, все сгниет через 3 года. Вот ей 6. И что, она сгнила? Да нет, притом она... Ой, как хорошо запахло маслом. Прям да, как запахло маслом просто в мясо. Короче, все писали, что сгниет через 3, она через 6 еще жива. И по виду, сейчас мы посмотрим снизу на подъемники, и я уверен, с ней будет все в полном порядке. Что-то маслом пахнет, а пацаны, вы не знаете, что случилось? Да блин, офигенно, и крутится хорошо, и легко ему. Ну какая она кайфовая на ходу, смотри, широкая, ты сидишь как царь. Вообще, вот одна рука на руле, при том, что развала у нас нет, да, что-то там явно какие-то проблемки. Ну-ка, омыватель работает. Ну, это было, конечно, да, уже желание излишнее, я согласен. Но, тем не менее, так вот, как машины здесь за те же деньги гораздо больше, чем в Гранте. Но, сдается мне, что и гемора с ней будет чуть побольше. Короче, все равно при выборе Гранта или китаец, я пока что останавливаюсь на китайце. Ну, потому что я в Питере. И если вы где-то в Сыктывкаре, в Южном, возможно, ваши мысли будут другие. Никитос, Иш или М-Грант? Давай вот так скажем. Иш? Хорошо. Гранта на автомате или М-Грант? Гранта. Да что ж такое, ты меня уничтожаешь? Зачем тогда М-Грант мы взяли?
стол. Переходи. Я понял. А какие-то другие назначения не бывают в этой жизни? Ну, то есть Гранта нормас на автомате. Да. А это вот... Это Китай, это... Да вы на уже- стереотипах, короче. Вот так Гранта может твоя, а? Подрамник сейчас бы вылез у нас туда наружу, Владу прям. Блин, мотор, настолько тяги в нем много, вообще прямо хочется вот так вот играться, как AMG, реально едешь на нем, подгазовываешь постоянно. Короче, понятно, вас волнует, как я понял, имиджевая составляющая, да? Да. То есть Гранта это все-таки какой-то там молодой, стилек, упырек там и так далее. Все, нормальное движение, короче. Если ты приехал на Гранте, ты пацан. Если ты приехал на китайца, ты усатый дед в андатровой шапке. А это плохо, то есть. Сейчас тебе усатые деды в андатровых шапках просто патрулируют у вас двор. Но не разделяя вашего пессимизма, абсолютно. Тачка просто нормальная. Короче, смотри, мы сейчас что восстанавливаем? Если она снизу, как Гранта, то есть нормальная, не сгнила, то, во-первых, все комментаторы обломались с тем, что через 3 года это сгниет, потому что мы взяли тачку по низу рынка, совершенно, как вы видите, не в лучшем состоянии, за которой явно никто особо не следил, а подкрасили вот просто черной гуашью, и типа все нормально на продажу. Имиджевые составляющие, ребят, это ваши предрассудки. Но вот если вам не нравится Китай, ну вы же не говорите, что блондинки дуры. Потому что кому-то нравятся блондинки, а брюнетки типа стервы. А рыжие вообще просто сумасшедшие, да? Так же тоже мужики говорят, но это же бред. А где у меня бак, кстати? Мы вот так встали здорово, я понятия не имею, с какой он стороны. И здесь, кстати, не указано, вот это косяк. Да. Нет, по-моему, указано слева. Слева. Ну-ка. А, я не могу так, погоди, секундочку, надо открыть стекло сейчас. Пафосно. Да, слева. Сука, не открыл. Тут надо вот это, короче, потянуть, вот это. Во, вот так, ну-ка. А теперь... Есть! Я все могу. Да, я даже понял, откуда этот трос. В натуре, смотри. Вот эта ручка. Вот этот трос. Наша инвестигация сейчас просто достигнет своего апогея. Опачки. И все, вот так это и работает. Держи. Выходи, открывай дверь. Самое главное, что есть USB. Ты такой думаешь, о, сейчас ставлю флешку. Вот, что ты там можешь максимум ставить, это свой трос, потому что здесь присутствует USB вот такого замечательного формата. У тебя с собой есть подобные флешки или провода? Года 2 у меня уже как таких нет, если честно, потому что это мини-USB. Такой был популярен одно время, причем именно в Китае, то есть это китайская фишка. Значит, тем временем снизу, господа, вот это буксировочная проушина, видимо. И почему она смотрит сюда? Потому что, видимо, был оффроуд. Далее, левый тормозной механизм ручника закисший, потому что это так, вот его распустило. А этот у нас прям зажатый, в таком состоянии остался, видимо, дальше погорел к чертям и прочее. Но самое главное, вы не поверите, этой тачкой занимались, у нее поменены сайлент-блоки амортизаторов, эти поменены сайленты, похоже, балки, потому что они в каком-то очень идеальном состоянии для 2013 года, она не гнилая, но начинает ржаветь. То есть все, что вы видите, вот это все вот такая ржавчина, но не гниль. Лонжи на месте, пороги родные. Интересная особенность, что она очень хорошо получала на оффроуде, потому что все выступающие части по низу продраны. Вот я про это постоянно везде рассказываю, что если у вас снизу что-то торчит, типа там адсорбер или бак, что люди обязательно это всегда размотают. И здесь это люди начинали разматывать. Даже небольшое усиление в ногах пассажиров, и то оно получалось, смотрите. Естественно, начало ржаветь. Но опять же, не гнилое. Где жила эта тачка, я не могу понять. Ее с одной стороны убивали, с другой стороны за ней пытались следить. У нас также есть 2 буфера, сминаемые деформационные зоны за задним бампером, и обе целые. То есть зад она не получала. Ее красили просто потому, что, видимо, краска с завода людей не устроила, стерлась, или она просто плохая, может быть. Пороги. Вот все говорят, что сгниет за 3 года. Пороги, смотри. Вот как видно, как порог загнула, кромка порога загнута по всей длине. Смотри, причем это реально от дороги. То есть чем-то садились на порог, потому что вот здесь кромка прямая у колеса, и дальше поймали рампу. И вот так весь порог прочертили и загнули всю кромку. Он не сгнил. Вот как ее фигачило. И ничего не сгнило, вот вам и Китай. Ну-ка, давай пробку вытащим. Вот, смотри, пробка задубела. Резиновая, сливная. Но она больше не нужна, надо ее просто вытащить. Но даже вот там кромки под пробкой
по кругу. Не гниют, не ржавеют. Вот где еще раз получила, вон пошла ржавчина. Швы, стыки металла. Смотри, целое. Подрамник, где он поцарапан, он ржавый. В остальном все живое. Шаровые нижние новые. Наконечники свежие, рулевые. Гайки даже... вот тяги рулевые даже новые стоят. Боже мой. Ей же реально занимались. Это же просто офигенно. Короче, навскидку, за 6 лет она точно не сгнила. Еще года 3 ей точно еще жить. И стоит она так же, как Гранта в таком же состоянии. Глушитель по бороде. Очень печально, у него все, ржавеют все фланцы. Он сечет там спереди, естественно. Он подсекает везде по мелочи, где только может. Окисляются все сварные швы, все печально. Защита не оригинальная стоит, она также вся ржавая. По передней части там все сыт, понятно, масло, это все и прочее. Телевизор, балка передняя на месте, родные, не битые. Бачок омывателя даже висит на месте, не расколотый, не битый. Ну, в плане, по крайней мере, нашей суеты, господа, мы имеем вполне себе подходящую под наши задачи автомобиль с сохраненной геометрией, с заводскими лонжеронами, не гнилой, без дыр, с родными порогами. Все отлично. Подкапотка. Тут все на месте, столбы не треснувшие, не ржавые, ничего. Вот ничего тут нет. Все на месте. Удивительным образом у нас сделан вин. Вот это прокрас вина. Причем частично краска на вин залезает, частично он не прокрашен. Все это как-то очень страшно под углом. Видимо, замовиливалось первым каким-нибудь покупателем после завода. Потом, естественно, мовиль смывался, чтобы это все стало на переучет нормально для инспектора. Этот столб также в полном порядке. Ни швов, ни вмятин, ничего. Все внутренние части на месте. То есть, можно сказать, повезло. По дешману рынка мы что-то взяли. Самое главное, что нужно проверить в таких тачках, это, во-первых, есть ли масло. Потому что как им воняет, честно говоря, там от кого-то сыт. Да, оно есть. И его выше минимума. Все, собственно. Это удивительно. Кромка капота пошла, смотри. Вот, капота нет. Ну, то есть он и есть, но ему реально год. Все, он даже расслаиваться пошел, смотри. Герметоз. Поводки дворников также приговорены. В остальном, корылюхи, фигухи. Электрика на вид даже без колхоза особого. Короче, здесь все огонь. Мы установили, что тачка просто булочка. Менялась передняя подушка коробка, похоже, коробки. А задняя подушка коробки снизу, это видно, отсюда совсем не видно. Ей просто кабзда, она рассыпалась вообще просто в клочья. И вот та подушка, она просто вообще болтается отдельно, из-за чего, собственно, на разгоне, когда ловишь отсечку, и возникает этот удар такой, дык-дык-дык-дык, вот такой вот звук. Из-за того, что там просто бьется уже металл об металл. Все. Кондей, похоже, не работает. Но нас это особо, честно говоря, и не интересовало. Спустя 2,5 недели после последних кадров, господа, мы специально пишем финалку. На что мы рассчитывали? Мы отдали М-Грант нашему оператору Никита Зонов, Никитос. Он ездит на ней все эти 2,5 недели, заправил 2 раза по косарю и сегодня еще раз. То есть практически 2,5 бака он выпалил на этой машине. План был такой, что все-таки что-то отрыгнет. Потому что, знаете, купить машину, на ней отдубасить пару часов, снять видос, типа мы победили. Но мы хотели в реальности доказать, все, по-моему, электрика сгорела, да? Что что-то должно сломаться. Так вот, в итоге за эти там 1000 с лишним километров, что проехал на ней Никита, ничего не сломалось. Только окончательно прогорел глушак, по-моему, да? Причем, как ездит Никита, это страшно. Те, кто это видел со стороны, те точно запомнили, что если на севере появился китаец, который дубасит в лонч с первой и так вот на этом, на пробуксовке идет, пока до 60 не разгонится, да-да-да-да-да-да-да, то есть как бы, ну ты и убивал ее, да? Слушай, мне она понравилась. В твоем рейтинге Гранта, Солярис или М-Грант за одни и те же 200 там плюс 1000 рублей? Сначала едет Гранта на автомате. Гранта топ. Потом М-Грант, а потом Солярис. Солярис хуже всего.
Потому что, да, во-первых, мы Солярис брали там за 250, он был самый дорогой, и при этом он самый убитый, самый изнасилованный, и реально других вы за эти деньги не найдете. Солярисы просто это машины-смертники. Это тачка успешного человека. Ну а Гранта, сами понимаете, топ, потому что ее можно везде отремонтировать, везде продать, она супер ликвидная, при этом на автомате она больше уже не содержит в себе вот этой воющей вазовской коробки, и с ней просто все идеально. А М-Грант, господа, в следующей серии все-таки двигается на столб. Свою надежность и то, что за 6, получается, с лишним лет с ним ничего не произойдет, я считаю, он доказал. Осталось только узнать, насколько он безопасен. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Я сейчас с удовольствием прям спускаюсь в комментарии и считаю, что это все постанова, что китайцы все равно все сгниют, я бы никогда себе такое не купил. Однако люди делают этот выбор и, как вы видите, не проигрывают. Пока. Ну все, теперь осталось только пройти по ссылочкам в описании и скачать таки наконец Crossout и знатно в него порубать. Дерзайте.